Добрый день, уважаемые зрители! В сегодняшнем выпуске мы поговорим о платежной системе МИР. В этом видео вы узнаете, как и где оформить такую карту, чем она отличается от международных аналогов, работает ли она за границей, а также какие у нее плюсы и минусы. МИР – это отечественная система платежных карт. Ее оператором выступает Национальная система платежных карт, НСПК. Данная компания полностью подчиняется нашему Центробанку, и все расчеты она проводит в рублях. Изначально МИР создавался как альтернатива Visa, MasterCard и прочим международным платежным системам, но сейчас МИР выполняет куда более важную функцию. Это едва ли не единственная платежная система в стране, работа которой абсолютно никак не зависит от политической обстановки и санкций. Перед тем, как поговорить о процессе получения карты системы МИР, обсудим ее основные достоинства и недостатки. В общем и целом, в плане функционала, карты системы МИР практически не отличаются от Visa и MasterCard. В системе выпускаются карты всех видов, начиная от дебетовых и кредитных и заканчивая пенсионными и другими. И само собой, все они полностью соответствуют как российским, так и международным стандартам качества платежных систем. По факту, главное отличие МИРа от других платежных систем заключается в том, что вся работа МИРа сосредоточена внутри России. В самой системе используются как собственные разработки, так и опыт иностранных аналогов. Теперь поговорим о главных преимуществах МИРа. Первое. Несмотря на то, что МИР не такая крупная и масштабная система по сравнению с той же Visa, карты в ней действуют по всей территории России. Ей можно расплатиться практически во всех магазинах, в том числе и в интернете внутри страны. Далее. Как мы уже говорили ранее, работа МИРа никак не зависит от политической обстановки или санкций. То есть в случае серьезного политического кризиса работа Visa, MasterCard и других платежных систем может быть приостановлена. МИРу же такое не грозит. Также у карт МИРа есть функция бесконтактной оплаты. Она полностью совместима с технологиями PayWave от Visa и PayPass от MasterCard. Бесконтактные карты МИР принимают почти везде, где доступен такой способ оплаты. Относительно недавно МИР появился и в Samsung Pay. Теперь можно привязать свою карту к смартфону или смарт-часам от Samsung с поддержкой технологии NFC. Кроме того, сейчас МИР активно работает над собственным приложением для оплаты под названием МИР Pay. Приложение уже доступно для смартфонов с поддержкой NFC на базе Android 6.0 или выше. Следующее. На сегодняшний день система МИР уже может предложить не только банковские, но и социальные услуги. Социальные карты на системе МИР уже работают в Москве и Санкт-Петербурге. И, наконец, карты системы МИР предлагают своим клиентам весьма обширную программу лояльности с собственным кэшбэком. На момент запуска в ней состояло всего несколько торговых точек в Москве, но сейчас в ней уже участвуют крупные банки и магазины по всей стране. Для участия в программе лояльности вам необходимо зарегистрироваться на сайте программы и привязать свою карту к личному кабинету. После этого вы будете получать дополнительный кэшбэк при оплате покупок у партнеров. Можно одновременно привязать несколько карт. Деньги по ним будут возвращаться на одинаковых условиях. Кроме того, система совместно со своими партнерами часто устраивает акции и розыгрыши для держателей карт. Однако у платежной системы МИР есть и ряд недостатков, о которых мы сейчас и поговорим. Первый и, пожалуй, самый главный недостаток заключается в том, что карты системы МИР не принимают к оплате за границей и во многих иностранных интернет-магазинах. Для избегания таких неприятных ситуаций мы рекомендуем вам оформить кабейджинговую карту, которые могут работать одновременно в двух платежных системах. С подобным видом карт вы можете ознакомиться у нас на сайте. Второй недостаток связан с проблемами распространения национальной платежной системы. Дело в том, что для распространения МИРа государство активно вводит ограничения для международных платежных систем. Например, пенсии, пособия и прочие бюджетные выплаты можно получить только на карту МИРа. И, разумеется, из-за подобных действий доверие населения к национальной платежной системе заметно падает. После того, как мы обсудили главные преимущества и недостатки, поговорим о том, как оформить карту МИР. Для начала вам нужно будет оставить заявку на сайте банка, от которого вы хотите получить карту. На данный момент карты на системе МИР выпускают более сотни крупных банков, среди которых есть такие гиганты, как Сбербанк, ВТБ, Тинькофф и другие. Полный список банков, которые выпускают карты МИР, вы можете найти на официальном сайте платежной системы. Ссылка на сайт будет в описании. После того, как вашу карту выпустят, вам нужно будет подписать стандартный договор. Получить готовую карту можно либо в отделении банка, либо с доставкой на дом. Тут все зависит от того, какой банк вы выбрали. После получения карты ее нужно активировать. И опять же, в зависимости от банка, сделать это можно несколькими способами. Карту можно активировать в банкомате.
Просто вставьте карту в устройство, введите пин-код и совершите любую операцию, например, пополнение или запрос баланса. Некоторые банки дают возможность активировать карты по телефону. Вам нужно позвонить в ваш банк, сообщить специалисту колл-центра, что вы хотите активировать свою карту, назвать ему кодовое слово, после чего специалист назовет вам ваш пин-код. И, наконец, активировать карту можно через личный кабинет на сайте вашего банка. Все, что вам нужно, это зарегистрироваться в личном кабинете на сайте банка, после чего выбрать пункт «Активация карты». Далее вы просто задаете пин-код и подтверждаете действие SMS-кодом. А на этом наш выпуск подходит к концу. Мы узнали, что из себя представляет платежная система МИР, какие у нее плюсы и минусы, а также как получить карту с этой системой. Если это видео было полезным, ставьте лайки, пишите вопросы в комментарии, подписывайтесь на канал, а также на наши социальные сети ВКонтакте и Фейсбуке. Там вы найдете еще больше полезных советов. А на этом все. Решайте свои финансовые вопросы вместе с нами и до новых встреч.